В прошлом видео мы поднялись на борт круизного лайнера Аида Дива, прошли инструктаж по безопасности, осмотрели корабль, поужинали и даже заглянули в казино. А сегодня нас ждет первая остановка – норвежский город Хаугесунд. Утро началось рано, я побежал на верхнюю палубу встречать рассвет. Я хотел поделиться эмоциями вслух, но ветер оказался громче меня. А рассвет в море выглядит восхитительно. Эти нежные цвета словами не передать. Насладившись рассветом, я пошел будить девчонок. До прихода в порт нужно было успеть позавтракать. Мы с Ириной подплываем к берегам Норвегии. Соня в каюте не придет? Не знаю, может. Вот там очень красиво. Надо вот так. Вот там очень красиво. А мы уже подходим к порту. Посмотрите, как корабль причаливает. Ой. Девчонки, мы в Норвегии. Мы приехали. Ага. Где Соня? Сзади. Первая, так. А, вон велосипеды, кстати. А, нам велики взять? Велики ждем. Ждем велик. Велик не хотят отдавать. А мы без великов не хотим путешествовать. Настолько к ним привыкли, что без них уже никак. Прямо в порту нам выдали велосипеды от Аида, показали, как пользоваться замком и до какого времени их нужно вернуть. И вот мы в пути. Едем к памятнику Харальду Прекрасноволосому, норвежскому королю, который впервые объединил Норвегию в 9 веке. Заодно знакомимся с городом. Правда, ехали мы не без приключений. Софья и Ирина привыкли к велосипедам с ножным тормозом. Крутишь педаль назад и тормозишь. А на прокатных тормоза только ручные. Первое время девчонки об этом забывали и постоянно проскакивали. Из-за этого пришлось делать много остановок. А еще объяснять, как переключать скорости. Дома у нас велосипеды с планетарной втулкой, а тут обычные, с цветной передачей. Это немного разные ощущения. Но вот мы и доехали до первой точки нашего маршрута. Мы в Норвегии, это наша первая достопримечательность, памятник Геральду Прекрасноволосому. Предполагаемый могильный курган. Да. Какие еще интересные факты? Так, это гранитный 17-метровый обелиск и окружен 29 малыми камнями по количеству регионов. На тот момент, на момент установки, к тысячелетию объединения княжеств. Да, Гарольд Прекрасноволосый объединил княжество в королевство, в единое королевство. А памятник установлен в 1872 году. Все? Вот совет. Ухаживайте за вашими волосами так, чтобы вас после тысячелетий звали прекрасноволосыми. С вершины холма открывается панорама побережья и Северного моря. Понимаешь, почему именно это место выбрали для памятника? Едем дальше вдоль побережья. Холмы, спуски, виды. Каждые пару минут хочется остановиться и просто посмотреть. А здесь, кстати, менее скользкие такие скалы, Да. чем в Нидерландах. Они как будто как древесина, я не знаю, какая-то. Как Пемза. Ну да, но визуально, я думаю, это не дерево. Вот Есть тут тут какие-нибудь здесь крабики? крабы водятся. Что? Крабы водятся. А. Горный барашек Софьюшка. Ну, если он маленький, я ж не вижу, какой ты показываешь. На большой ты что, не согласен? С таким камнем корабль потонет. Идем к маленькому маяку. Мы заметили его издалека, на прибрежных скалах. Виды вокруг невероятные, но смотреть под ноги нужно постоянно. Скалы изрезаны глубокими трещинами. Также недалеко мы заметили еще одно интересное место.
Короче, вот это надежда на светлое будущее, а то жадность символ. Я сейчас камень подниму, там большие креветки сидят Так, подожди. под этим. После этого мы поехали обратно на корабль, пообедать. Соня устала, поэтому осталась отдохнуть в каюте, а мы вдвоем с Ириной продолжили исследовать город. Мы все еще гуляем в Норвегии. Первый город остановки. Хайверсон, или как-то так. Я пока еще не до конца запомнил. Ночью еще часа 3 на погулять. И купить сувениров. Так, сейчас мы идем по мосту. Мост достаточно крутой. На велосипеде было тяжело подниматься. Софья вообще отказалась. Ну, в эту сторону она же поднялась, в обратную, или она не поднялась. Ну, я не знаю, там, в эту, наверное, так, со слезами и матюками, а обратно просто отказалась. Без меня. Домики беленькие, красиво. Крыша очень красивая. Крыша, да, симпатичная. Но стиль города виден. Именно что дома в белом цвете, а крыши либо серенькие, либо такие красные и оранжевые. Ух ты. Вода прозрачная. Но даже видно. Ага. Вот можно видеть, для машин места немного выделено, но тротуары достаточно широкие. Ходить удобно. На велосипедах, я бы сказал, не сильно удобно ездить. Среди машин и людей. Есть тоже такие перепады высот. Ага. Непривычно. Идешь то вверх, то вниз. То Нога вверх, вниз то вниз. съезжает. В кроссовке пальцы так. Ну, в основном ходим. Все плоско. А тут на этом, на лайнере, по лестницам надо бегать. Здесь Ну, холодно. по лестнице это прямая дорога. Ну, как бы просто... А здесь именно стопы скукоживаются. Съезжают ботинки с того, что... ну, как это? Нога не привыкла уже. Отвыкла, точнее. Плюс у меня еще не зашнурованы до конца. А так, чтобы без расшнуровывания обувать. Ножки будут сегодня гудеть. Не знаю. Так приятно гудеть. Мы сколько идем, на самом деле немного даже тяжело осознавать, что мы в Норвегии. Потому что кругом слишком много немцев. Идешь и везде говорят на немецком. Я подозреваю, что все с нашего корабля. Ну, да, больше 2000 людей привезло. И в основном все немецкоговорящие. Я понимаю, что ты в Норвегии только по архитектуре. Потому что она отличается от нидерландской. Как тебе первый в жизни норвежский городок? Мне больше понравилось, когда там вот где на великах ездили, но мне не понравилось на великах ездить, потому что нет асфальтированных дорожек. Ну, сюда природа красивая. Возле моря, скалы. Мне кажется, мы с тобой какие-то пенсионеры. Ну, просто именно центры городов, они в современном мире все похожи. Там плюс-минус одно и то же будет. Окраины городов и природа отличаются сильно. Посмотри, угловой дом красивый. Вот тот. Да, тоже. Ну и перед этим тоже, смотри, беленький такой интересный. Это наверняка уже, конечно, новая застройка, но все равно такой выдержан в стиле беленький, черепичный. Перекрестки мощеные. Ой, ехать по ним вообще невозможно. Это вот здесь улица получается. Как раз пешеходная, да? Пойдем. Здесь, смотри, как площадка. Интересно построили. А мы мимо нее самому проезжали хочется или полазить. лезь? Что, ну? Лезь. Ну, как бы, если бы народу столько не было. В разгар дня. Мальчик Андрюшка, 36 годиков, полезет. Еще застрянет. Ну, это вряд ли. Не настолько его руки.
все-таки люблю. Такие вот еще пешеходные улицы, они вечером, когда уже магазины закрываются, подсветка, и тогда красиво. Да. А мне, когда народа много, не любитель я таких мест. Такая милая. Он вот почти что она хоть обозначает. Почти что обозначает, там же много кос. А почему ты эту сторону изучаешь? Табличка. Какой рысёк, надо еще сфотографировать. Что? Такой кашандр. Повернись. Вот мы сегодня, в принципе, обходили почти весь город. И Центр весь. Да, центр весь. Что именно в самом городе не особо много каких-то интересных вещей. Да, расставленные фигурки разные, которые можно погладить. А так нет, какой-то сверхъинтересной архитектуры тоже нет. Ну, почему? Вот здание красиво. Но они красивые, есть такие отдельные. Чувствуется стиль домов единый. Но ничего такого, что прям ух. То есть за городом природа, вот эти скалистые такая местность, море, она красивая смотрится. И на сам центр города, ну, лично, на мой взгляд, не особо тут есть что делать. Поэтому мы отправляемся в сторону порта. Пойдем в сторону порта, может, еще что-нибудь интересное увидим. Очередной наш день круизный подходит к концу. Впечатление интересное. Увидели новую страну, новый город. Достаточно хорошо поездили, побегали. Устали даже. Кормят все еще хорошо. Каждый день пробуем что-то новенькое. Что ты хочешь? Кому что? Тебе не хватает еды? Мне достаточно еды. Ирина ходит голодная, говорит, сегодня съела всего лишь 3 килограмма. Ананасов. Да. Ананасы, кстати, здесь шикарные, очень вкусные ананасы. Из фруктов здесь топ. Что еще такого рассказать? Козлят. Очень много маленьких козлят. Маленьких, малюсеньких, миленьких козляточек. Да, увидели. Не погладили, к сожалению. Смелости не хватило. Креветок. Увидели больших креветок. В Нидерландах мы видели креветки, но они были маленькие, там сантиметров по 2 максимум. Сегодня такие сантиметров по 4. Но это не огромные. съедобные, в смысле, которые в озере. В море. В море. Ну, да, в море. В естественной среде обитания. Интересно было посмотреть. Они такие, конечно, очень быстрые. Словить не удалось. Но настолько много в камнях, просто возле берега прям кишело. Под каждым камнем по несколько. Мы там создали ажиотаж. К нам присоединились люди, начали ловить. Крабиков, правда. Я думаю, мы это, наверное, показали или покажем в видео. В целом, пока все нравится. Интересно. Интересно просто на корабле. Постоянно что-то происходит, можно что-то смотреть. То есть не все вам нравится. Допустим, мне не нравится в дискотеки ходить. Ну, мы не ходим. Так, потому что мне не нравится. Просто здесь много. Очень много баров. Просто я не знаю, сколько здесь баров. Ну, больше 10, наверное, точно. Потому что многие люди приезжают сюда... С конкретной целью. Да, неделю не просыхать. Осталось показать, как корабль отплывает. Когда видишь это впервые, захватывает дух. На палубу выходят почти все пассажиры, чтобы полюбоваться видом. А поскольку отплытие было вечером, нам повезло вдвойне. Мы застали еще и закат. На этом наше видео подходит к концу. Но если вам показалось, что Норвегия это скучно, подождите следующего видео. Как оказалось, Хаугесунд был самым скромным городом в нашем круизе. Дальше только лучше. А это были мы, здесь и сейчас. До скорого!